Это канал Тайны Счастья. Это я, мастер Ольга. И мы начинаем. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, мастер Ольга. Время темных колод. Предлагаю сегодня раскладик на тему, что я хочу получить и к чему в итоге меня это приведет. Довольно простой будет расклад, тем не менее интересно. Это оракул «Темное зеркало». Такое время у нас темных колод. Что я хочу получить и к чему меня это приведет? Давайте сделаем 5 вариантов. 1, 2, 3, 4. Надо ли 5-ю? Нет. 4. 4 варианта. Выбирайте карту, что я хочу. Что я хочу получить и к чему меня это на самом деле приведет. Вариант номер 1. Что я хочу получить? Что вы хотите получить? Ну, на самом деле, вы хотите получить какой-то похожий статус, что-то. Вы пытаетесь сделать что-то, что делает вас не собой. Надпись «Разве это я?». То есть вы, похоже, получить хотите какую-то месть. То есть вы воинственно как-то настроены. Видите, девушка с мечом, все горит. Но, возможно, дела идут не совсем в ту сторону, куда вам хотелось бы. Потому что я знаю, что очень часто обиженные, на самом деле, кем-то обиженные мягкие люди превращаются, в воинственных, потому что боль их так сильна и велика, что они не могут с этим справиться, начинают войну. Но на самом деле это им не свойственно. Возможно, это этот случай. Давайте посмотрим, к чему это вас приведет. Вы потеряете все силы. Вы все растеряете. Вам будет очень тяжело. То есть вы погорите в этой войне, вот в этом пожаре. Будет очень-очень сложно. Что имеет смысл с этим делать? Что имеет смысл с этим делать? Перестать горевать, перестать, тут надпись на английском «Я не буду плакать по тебе». Отпустите своих обидчиков, Бог с ними, пусть идут. Такие люди сами себе испортят жизнь гораздо лучше, чем вы сможете им напортить. Оставьте, вернитесь к нормальной жизни, потому что то, что происходит, вам не подходит, вас изнуряет. Второй вариант. Что вы хотите получить и к чему это приведет? Что вы хотите получить? Здесь что-то вроде бы хорошее. Вы хотите получить такую открытость перед силами, перед энергиями, быть может, даже перед людьми. Здесь скорее про энергии, да? Здесь на энергии больше похоже. К чему это вас приведет? Это вас приведет к такому, знаете, умению абстрагироваться. И перед разными какими-то такими, внешними обстоятельствами вы будете спокойны и погружены вот в эти вот действующие энергии. Вообще дело хорошее, идет вроде бы все неплохо. И чем дело кончится, мы сейчас посмотрим. Да, это внутреннее дитя. То есть вы идете таким образом к своей сущности. Вы на правильном пути. То есть вы не выбираете ничего противоречащего вашей истинной сущности, и поэтому дела будут идти хорошо. Третий вариант. Что вы хотите получить? Хотите принести жертву. Sacrifice – это жертва. Интересно. Жертву чему? Жертву зачем? Во имя кого вы приносите эту жертву? Видите, эта карта похожа на воинствующую первую девушку, но здесь что-то другое происходит на самом деле. Давайте посмотрим, к чему это приведет.
ну, это приведет к тому, что вы приобретете силы и приобретете возможности править вот тем миром, который сейчас есть. То есть это более правильный путь. Возможно, здесь нужно предполагать, что эта женщина складывает скорее оружие. Вы таким образом, ну, становитесь, знаете, такой королевой и магиней, которая, ну или магом, который берет власть над своим миром. Это вроде бы с виду пока кажется, что это такой продуктивный путь. Давайте посмотрим, что тут может помочь. Fragmentation. Ну, вы таким образом разделяете себя. Понятно, о чем идет речь, о разделении себя жертвы и себя, ну, как бы воина, да, человека, который владеет силой. Я бы вам рекомендовала не разделять себя, что вот в этом месте вас обижают, и вы жертва, а в каком-то другом месте у вас есть фантазия о том, что вы выйдете из жертвы и станете такой, ну, знаете, очень часто вот эта фантазия бывает, что раз меня обидели, я стану великой черной ведьмой и всех заколдую, пусть они все сдохнут. Это не работает обычно, родные мои, не работает, правда. Это приводит к диссоциации. Вот эта вот фрагментация, видите, она приводит человека в неживое состояние. Оставьте, опять же, оставьте своих врагов, черт бы с ними. Не чувствуйте себя жертвой. Если кто-то вас обидел, это только его беда, это его вина, на него обязательно ляжет нагрузка. Не надо таким образом разделять себя. То есть, если вы им хотите отомстить, это удается, да ради бога. Но если вы превращаетесь таким образом в нежизнеспособное чудовище, которое разделено на части, ваша жизнь таким образом пострадает. И это будет, ну, как бы, совершенно зря, если вы на себя что-нибудь свалите еще, если вам уже и так достаточно насолили. Смотрим 4-й вариант. Что вы хотите получить? И к чему это приведет? Это что-то про телесность. Это что-то про телесность. Давайте вытащим сразу следующую, к чему это приведет, потому что тут более понятно, понятней, все я положу, перемешаю, понятней становится контекст. Так, к чему это приведет? Это, ну, про измученность. Ну, видите, здесь про измученность и про волшебное яблоко. Это что-то связанное с красотой. Помните, как дело было, да? Белоснежка была такой красивой, что злая королева ее отравила волшебным яблоком. Если вы добиваетесь, видимо, красоты, победы, признания, чтобы все вас признали самой красивой, мужчины таким образом. Но это все-таки, я думаю, чисто женская вот эта вот история. Мужчины пали к вашим ногам, и это в этом есть определенная, похожая, ну, тоже загвоздка, потому что это приводит к тому, что завистники прямо имеют шансы вас поранить. Давайте посмотрим, что тут может помочь. Ну вот видите, это Perchance to Dream. Ну, это какая-то мечта, которая может завершиться не так, как надо. Поэтому нужно перестроить свои мечты. Перестроить свои мечты. Что-то здесь похоже в той затее, которую вы устраиваете, что-то определенно идет не так. Вам следует перестроиться. Возможно, есть какая-то более продуктивная история, более продуктивная мечта, более продуктивное желание, которое приведет вас к чему-то хорошему. Очень часто мы хотим, ну, знаете, там, отомстить кому-то, обидчикам, но месть не делает жизнь мстителей счастливой. Вспомните граф Монте-Кристо, который совершенно растерял годы жизни на это отмщение и, ну, с трудом, с большим трудом, благодаря чьей-то доброте и любви в конце, как-то худо-бедно сохранил человеческие качества.
Месть не дает счастья, месть не дает любви. От того, что вы уничтожите противников, вы не станете счастливей. Поэтому предлагаю прямо подумать над тем, что вы хотите продуктивного, хорошего для себя. Не мщения, а чего-то другого. Потому что у нас с вами тут получается целых 3 истории про мщение, только одна вот это идет по какому-то более продуктивному развитию для себя. Подумайте, родные мои, это важный момент. В любом случае, всем удачного дня!